Друзья, всем привет! Можно ли выращивать орхидеи без солнечного света? Такой вопрос был еще года 4-3 назад на нашем канале. И когда я изготавливал стеллаж для того, чтобы его поставить вглубь комнаты на искусственном освещении, мне писало немало комментариев под видео, что твои орхидеи на одном искусственном освещении через какое-то время погибнут. Кто-то прогнозировал через год, кто-то говорил, что через 2, или вообще кто-то говорил, что цвести орхидеи не будут. И вот сегодня, друзья, у нас 15 января 2023 года. А первые видео из этой комнаты мы начали делать зимой 2020 года. 3 года вот эти вот полочки, вот эти вот орхидеи, вот эти вот светильники находятся за моей спиной. И каждую зиму по полгода, каждый сезон вы можете наблюдать за моей спиной цветущую вот эту вот красоту. И эти, друзья, орхидеи стоят без солнечного света. То есть передо мной вот буквально в метре окно, восточное окно. Солнышко встает буквально тут пару часов, свет попадает вот только вот на эти цветочки, потом оно уходит в южную сторону, в зенит, и все, и здесь наступает тень. И вот 3 года орхидеи находятся на искусственном освещении, на искусственных вот этих вот светильниках, подсветках. И, собственно, сегодня видео на эту тему, потому что пару дней назад я снимал видео, обзорчик вот этих вот 2 полочек. Сегодня мы посмотрим еще разочек, но уже с технической точки зрения. Пробежимся тоже по орхидеям, но самое главное, я отвечу на вопрос, который пару дней назад задавали, связанный вот с этими полками. Какая у полок глубина, какая высота между. Я все вам измерю, покажу и расскажу. И расскажу, точнее не расскажу, а немножечко вот сейчас прям подведу итог использования уже, наверное, сколько? 5 лет. 5 лет. Я пользуюсь, это не реклама, это констатация факта, пользуюсь вот такими светильниками. Вот они на ваших глазах, это все светильники Юнел. Юнел светодиодный. До этого я уже снимал видео про освещение. И рассказывал, показывал, есть такой у нас плейлист на канале, который называется «Освещение для орхидеи». Я ссылку на него оставлю, и это видео тоже будет в этом плейлисте, где я рассказывал про другие лампы, которыми я пользовался до вот этих вот ламп. Обычные Эра. Да, простые светодиодные лампы Эра. До Эры я пользовался вот этими газовыми, знаете, вот эти вот такие вот длинные матовые, как вот в школах раньше вот мы учились маленькие, да, и наверху вот эти гудели, которые со стабилизаторами, вот эти вот с решеточками такие вот светильники. Вот такие были до этого светильники, когда я жил в квартире. Но светильники были они преимущественно только в зимний период и только на тех орхидеях, которые стояли не на подоконнике. Потому что все вот эти орхидеи, которые вы видите, которые продаются в магазинах, фаленопсисы гибридные, они выведены специально для того, чтобы их выращивать в домашних условиях на подоконниках и в пределах метра. И для европейской, для средней, для южной, для дальневосточной, для Сибири. Наверное, кроме тех мест, где люди живут в ущельях, в горной местности, да, где мало света, и тех людей, которые живут в северной части регионов, в северных регионах, где полгода зима, полгода лето, ну точнее полгода ночь, полгода день, где света дневного не хватает. Вот там освещение, дополнительная подсветка нужна. А во всех перечисленных других регионах, друзья, орхидеи вполне себе без подсветки могут жить на подоконниках. Никакие подсветки им не нужны. Это я вам говорю как человек, который увлекается уже 20 лет орхидеями. Да, в этом году 20 лет ровно. Наконец-то я дождался этого. Да не 20 лет я увлекаюсь орхидеями. И из них лет 10
точно, а то, наверное, 12, я никогда не пользовался никакими подсветками. Вот на подоконниках и вполне достаточно было. Но я живу в Волгограде, это южный регион, у нас 300 дней из 365 светлые, солнечные, поэтому здесь как бы решать сам. Подсветки, как говорится, подсветка лишней не будет. Но если ее нет, это не беда. Подоконник и метр от подоконника, от окна, любого окна, северный, восточное, западное, без разницы. Главное, что на южном прямые солнечные лучи не жгли орхидеи, чтобы прямых солнечных лучей не было. Вот и все. Но в этом видео хочу вот... Потому что буду сейчас снимать, показывать лампы, которым по 4 года, по 3 года. И в каком они состоянии, что с ними происходит. Но каких-то больших серьезных нарицаний вот к таким вот лампам 18-ваттка. Меня спрашивали, какие лампы? Вот, друзья, 18-ваттные. Мне очень много предлагают китайских производителей с Алиэкспресса. Наши российские, этот мини-фермер и еще там разные производители порекламировать их лампы. И на мой вопрос, там, говорю, ребята, да не вопрос, присылайте свои лампы, они, конечно, дорогие, я их год там 2 протестирую, только после этого я выдам свое заключение и готов буду сказать свою оценку, насколько они хороши, отличаются ли они от более бюджетных аналогов, да, либо вообще от простых чем-то. Стоят ли они таких денег, разрекламированы там супердиоды, еще все такое прочее. Ну, в общем, на этом все заканчивается. Вот, никто не хочет присылать, вот, чтобы пользовался, а потом выдавал заключение. В общем, в этом видео я немножечко, да, и покажу результат применения вот этих ламп. Но можно и простыми, еще раз говорю, пользоваться. Зайдите в плейлист, я про лампы, про освещение все рассказываю, не обязательно зацикливаться вот именно на этими. Но просто так сложились звезды, что на тот момент, когда я 3 года назад покупал вот эти вот стеллажи, устанавливал их, а мне нужно было что-то бюджетное и специально для растений, вот, чтобы в этой темной комнате выращивать орхидеи без солнечного освещения, я остановился на вот именно этих лампах, и они были в наличии. По цене они там 800 рублей стоили, 18-ваттные на те времена. Я прям на компании-производитель на сайте заказал у них, ссылкой я делился, рассказывал тоже. Заказал и вот использую, немножко рассказываю. И был момент, когда производитель увидел какой-то год, помните, увидел, что я расхваливаю эти лампы, и сделали там подарок новогодний или на 23 февраля, не помню. В общем, подарили 10-ваттные, так, с барского плеча, 10-ваттные лампочки нам, и мы их потом разыгрывали, по-моему, да, помните, разыграли все 10-ваттные на нашем канале. Ну все, что еще перед тем, как мы перейдем на эти полочки, что еще хотел сказать. Все, поехали. Так, друзья, ну вот, здесь 2 стеллажа стоит, здесь 2 стеллажа стоит и один стеллаж вот там в углу, вон в той дальней комнате, деревянный. Но то отдельная тема. Там, кстати, менее мощные лампы, 14-ваттки стоят, а здесь у меня все лампочки, значит, 18-ваттные. Ну и сразу, пользуясь случаем, хочу показать вам, обратите внимание, видите, вот на это вот 4-летняя лампа. У нее, видите, за 4 года использования 1, 2, 3, 4, 5 битых получилось пикселя. Ну, не пикселя, а эти битых диода, то есть перегорели или что там, ну вот за это время. Но, тем не менее, есть лампы, где ни одного, ну вот один здесь. Вот здесь вот тоже как-то, видите, там. То есть, ну, везде по-разному. Вот. Но есть, вот видите, 3-летки лампы, где ни одного светодиода не побито. То есть, вот чисто все. Здесь чисто все, там чисто все, там вот тоже побитый, видите, 1, 2, 3, 4, наверное, от партии зависит, но в любом случае не смертельно, то есть в
вполне себе живут лампы, по 3-4 года работают, но даже вот сбитыми вот этими вот светодиодиками вполне себе работают. Это все 18 ватточки. Значит, какие они у нас, значит, по длине. Все меня спрашивают, какая длина. Длина их 52 сантиметра, что ли. Ну, 54 сантиметра их длина этих ламп. По полкам, глубина моих полок, друзья, сейчас я вам покажу глубину. Опа. Оп. Ну как, да, 50 сантиметров. У меня стеллажи глубиной 50 сантиметров, шириной вот отсюда и до сюда метр. То есть вот он метр. И высота 2 метра. Расстояние между полками, то есть вот здесь вот отсюда до сюда. Сейчас я вам покажу. Вытяну немножко. Вот, опс. Опа. И замеряю. Вот. Ставлю сюда. И вот 65 сантиметров. 65 сантиметров. Вот. От полки поверхности одной и до потолка вот сюда вот другой 65 сантиметров. Но последнее время, ну даже не последнее время, а наверное год как, может быть даже и больше, я, как знаете, это все собираюсь, но, как говорится, сапожник без сапог, все собираюсь увеличить вот в середине вот здесь, на средних полочках, вот, увеличить до 80 сантиметров. Ну, то есть немножечко опустить вот эту полку и поднять вот эту полку. Чтобы орхидеи, вот как минимум хотя бы вот на этом стеллаже, это для того, чтобы помещались орхидеи, у которых длинные цветоносы. Вот, например, как вот такой вот Ice Cream, друзья, растет. У него, ну, вот просто заворачивается гигантский цветонос. Вот, если его выпрямить, он сам цветонос, полметра плюс горшок. Вот, то есть он как бы не помещается. Мне хотелось бы, чтобы некоторые орхидеи с длинными цветоносами. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот он красавчик. Это Ice Cream. Вот. Это материнское растение, помните, я вам рассказывал, это слонячий один Ice Cream, а это вот Айхсин Spot Leopard, вторая орхидея слонячая, которую покупал в Азии, материнские растения, с которых брали, клонировали. Кстати, будет еще видео январь, значит, очаровашки и разочаровашки в цветении, потому что расцветают новые орхидеи, которые покупал там год назад, там в прошлом году, вот, и какие-то радуют, какие-то нет, но об этом будет отдельно другое видео. Так, ну что еще? По полочкам обещал пробежаться. Так, здесь наш разделенный фантом, это мамашка цветет, вот она, такая красотка. Здесь у нас Baby Smile. Baby Smile. Так, это кто-то у нас тут отсушил бутончик. Это кто? Это одна из 5 пересаженных орхидей, помните, с цветоносами. Но это я отдельное видео сниму, покажу вам, как они себя чувствуют. Вот одна из них расцвела уже, вот вторая. Это когда мы с цветоносами их, помните, пересаживали. И кто-то где-то писал, что с цветоносами нельзя ни в коем случае пересаживать, цветоносы отморозят. Друзья, может отморозить, но не всегда отмораживает. Так, это у нас Baby Smile, но сейчас я отключу, дотянусь, отключу, покажу вам поближе эти орхидеи. Они очень интересные. Так, подождите, у меня просто... Оп, вот он, орхидея, кстати, белый биглип, принцесса. В прошлом видео, когда обзор делал, значит, рассказал про белую принцессу, но не показал. Вот она, принцесса.
белая. А вон он, биглип, розовый, принцесса. Кстати, да, здесь аромат стоит обалденный. И сидеть здесь, ароматерапию и визуальную терапию проводить просто, ну, одно наслаждение. Так, что хотел? Показать эту же. Вот. Baby Smile. Это у нас детка отсоединенная была с пенька, когда мы пересаживали орхидею, по-моему, в 2020 году, да? Или в каком? Да, в 21-м. В 21 году вон бирка. И там записано, когда мы ее пересаживали. А это мамаша зацвела. Так, это орхидеи здесь все разыгранные орхидеи, которые мы разыграли в ноябре, в декабре месяце. Это все выигранные орхидеи. Вот они цветут. Поэтому те, кто узнает свои орхидеечки, можете посмотреть. Вот здесь парфюмерные фабрики. Вот такая вот, как она там, гибрид. Это Little Emperor. Вон они, парфюмерные фабрики. Орхидея, кстати, вот желтый Red Lip. Попугайчик. Вот это вот коралловая обалденная мультифлорочка. Так, что здесь еще интересного вам показать? Ну, Untold Stores, биглипчик. Вот. Разочарование Джулион, но это потом я покажу, почему разочарование. Каменная роза опять показываю вам. Вот. Любуюсь, не налюбуюсь. Так, свет включаем, пойдем на следующий. Так, здесь лампы все абсолютно 18-ваттные, как я уже сказал. Так, ну на нижних полках мы уже были. Здесь у нас в основном что? Легато. И легато вот там еще 3 раскрылось. Стандартная бабочка. Вот. Албуфера, говорят, что не показал. Ну вот, пожалуйста, вот вам албуфера. Крупная. Вообще цветунья еще та. Вот. Цветет до бесконечности. Может цвести очень долго. Вот. Очень долго. Здесь внизу тоже. Здесь у меня детский сад, малышатня. Вот это все. Вот. Это у меня все детки, подростки. Вот. Так, сюда переходим. Так, ну здесь я уже внизу все в среднем показывал. Кстати, забыл вам показать, когда показывал вот этого чармера стандартного с Леко-сфинксом сравнивал. Забыл обозначить вам нового чармера, который цветет. Вон он. Вот он. Это окрас нового чармера. Ну, я уже показывал, он достаточно давно уже у меня. Вот. Микки Кроун. Смотрите, какой красавчик. Вот. Такие они тут. Вот он, розовая принцесса биглип. Она еще не набрала объем цветочков, но она тоже подтянет их и будет вот такая, видите, вот. Розовые такие вот. Так, сейчас я здесь свет включу, надолго не оставляю, потому что после таких включений-выключений начинают бутоны отсушивать. Да, бывает такое. Кстати, Бернадетту вон туда поставил, вон она. Вот. Что хочу сказать, немножечко заметочку. Бернадетта — это мутационное цветение орхидеи Минск. Есть такая орхидея Минск, вот, чтобы было понятно. Вон она. Вот. Это вот Минск орхидея. И вот все завяло, друзья. Вот. Ее можно уже удалять. Цветонос. Ой. Вот. Так, вот он, друзья, Минск. Вот. И вот он мутацией процветает вот Бернадеттой. Это примерно как Magikarp пестрый процветает каменной розой. Ну, примерно вот такое нарушение
мутационного цветения. Так, ну что у нас сверху здесь? Ну, сверху здесь у нас... Сейчас я выключу свет. Хоп. Орхидея биглипчик шоколад. Вот он. Вот. Да, он именно маркирован был продавцом как шоколад, биглип шоколад. Это его уже второе домашнее цветение. Вот такой красавчик он. Вот. Вот. Там наша рождественская звезда цветет. Нежный биглипчик. Вот у нас манта Миндора, по-моему, да, расцветает. Здесь у нас Биг Бен. Красавчик какой вообще. Он такой прям фактурный. Уф. Смотрите, какая прелесть. Он роскошный, просто роскошный. Так, здесь у нас кот дикий с защипами на нижних цветочках. Вот они. Так вот здесь не очень так ракурс света падает. Кстати, не везде. Он вот хорошо видно. Вот они. Вот такой вот он. И вот только раскрывается в первом домашнем цветении Дхарма. Биглипчик Дхарма обалденный. Просто обалденный. Мы его с вами пересаживали. 2 штуки у нас было. Мы один разыграли на канале. Один вот у нас остался. Вот, по-моему, в прошлом году Дхарму разыгрывали. Вот. Розовый биглип. Ну, по полкам. Все полки у меня, друзья, одинаковые. Так, это мультифлора Red Lipчик. А это у нас ароматная парфюмерная фабрика. Вот такая, смотрите. Ух, красотка. Вот здесь у нас бабочка Монтерей Мамаша. Вот она цветет. А здесь вот детка отсоединенная. Ну, мы на канале все это дело вместе с вами отсоединяли. Это у нас фантомчик. Тоже детка, которую отсоединяли, выращивали от мамаши. Вот она. Вот. Ну, на тех полках потом. Там у меня коллекция биглипов, молоденьких биглипов. Вот. Потом обзор сделаю. Вот. Ну вот. Свет включить. Значит, этим еще раз хочу сказать, что вот как стоят эти стеллажи с цветами, так они и стоят. То есть круглый год, вот 3 года подряд на вот этих вот светильниках, на этом освещении. Ну и вот такой результат. Конечно, орхидеи намного бы себя лучше чувствовали, цвели бы, если бы было бы естественное освещение, много естественного освещения. Было бы, конечно, лучше. Но пример в нашем случае как бы доказывает, что орхидеи прекрасно можно вот растить и не на подоконнике, и без естественного освещения, и радоваться их цветением. Вот 3 года этим полкам. Все видео у нас на канале есть. Вот, и по уходу вот за этими полочками. Температуру я уже показывал, рассказывал, какая здесь. Ну, это зимняя сейчас температура. Вот. 2 градусника. Один так показывает, другой так. Вот. Ну, ничего. Так, ну вот такое, друзья, сегодня видео. Если есть еще какие вопросы, связанные с вот этими стеллажами, с уходом за орхидеями на этих стеллажах, пишите в комментариях под этим видео, я обязательно отвечу. Что еще хотел бы сказать, что отдельное видео про стеллаж деревянный, который в соседней комнате стоит, там 14-ваттные светильники,
чуть-чуть менее мощнее, чем вот эти 18 ваттки. И расстояние между полками побольше. Там почти около метра расстояние по полке. Ну, это будет отдельное видео, посвященное 4-летию этому стеллажу. Как я его делал. Кстати, деревянный стеллаж, у него отдельно есть свой плейлист, который называется «Стеллаж на 50 орхидей», да, как его сделать из подручных средств, которые продаются в Леруа Мерлене. Но по цене он не намного дешевле, уходит готовых вот этих вот. Кстати, да, еще спрашивали про вот эти вот стеллажи. Я их покупал в Леруа Мерлене, это металлические стеллажи. Со 150 килограмм нагрузку на полку. Вот, параметры я уже сказал, глубина 50 сантиметров, ширина метр, высота 2 метра. Полки все регулируются. Есть отдельное видео, где я показывал, рассказывал, как у меня все светильники вот эти вот запитаны. Они все, вот эти вот, сколько их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 здесь светильников на этих стеллажах, они все работают от одной розетки таймер. Электронный, и пользуюсь я электронной розеткой. Почему? Потому что электронная розетка, она при включении и выключении электричества, она не сбрасывает программу. Да я вам сейчас ее покажу. Кстати, вид хороший, да? О, вау. Ага, вот она, друзья, в соседней комнате была. Вот такая вот электронная розетка. Они бывают разного названия. По цене тоже на Алиэкспрессе продаются по там, ну, почти 400 рублей. У нас в Леруа Мерлене около 1000 стоит. Где-то в интернет-магазинах по 1000, по 1500 их продают. Но суть одна. Вот такая вот электронная розетка. От одной у меня все подключается. В одно и то же время включается. В одно и то же время выключается. Может по дням по-разному включаться. Вот, в общем, 16 с лишним программ, по-моему, у этой розетки. Можно настраивать на каждый день по отдельности, на неделю сразу. И в отличие от механической, она у нас часто в частном секторе свет бывает моргает, либо включают, выключают, и электронная не сбрасывает программу, а механическая сбрасывает. Поэтому пользуюсь я вот электронной вот такой вот. Ну и светильник я уже показал, Юнел. До этого я использовал вместо вот этих светодиодных, специальных для растений. Ну, как ни крути, друзья, они все равно по цене выходят. Ну, тут давайте правде в глаза смотреть. Они выходят дешевле, вот эти Юнелы, дешевле, чем светильники других производителей, которые продаются, ну, в магазинах. Я еще не встретил дешевле. Вот. А из того, что есть, вот это вот, ну, на мой взгляд, ну, вот я пользуюсь, еще раз говорю, 4 года, и вот 3 года только вот на ваших глазах вот за этими стеллажами, и вы сами смотрели, все без этих, без нареканий. Еще раз, это не реклама, это констатация факта, я этим пользуюсь, вот на ваших глазах. Что еще? Да все, собственно говоря. Еще, если вопросы какие будут с стеллажами, друзья, в комментариях пишите, я почитаю и уже отдельно досниму к этому видео продолжение. Ну, а это видео, друзья, будет в плейлисте. В одном плейлисте стеллажи для орхидей, а во второй плейлист освещение для орхидей. Там тоже это видео будет. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья. До встречи в следующем видео. Всем пока.